Привет, коллеги, меня зовут Анна Новикова, я таролог. И это видео о том, кому подойдет моя любимая колода Ошо Дзендаро. Я думаю, если вы в курсе, то вы не зря открыли это видео. Если вообще впервые слышите о такой колоде, то да, вот такая она красивая, симпатичная, цветастая. Я знаю, что эта колода очень много споров вызывает. И вообще вот эти все споры, знаете, в интернете по типу вот эта колода для начинающих, а вот эта колода для практикующих и так далее. Мне кажется, это все бред сивой кобылы, и если вам понравилась какая-то колода, то неважно, кому она подходит, по мнению вот этих диванных экспертов. Ну, если колода нравится, если вы действительно чувствуете какой-то восторг, да, вот это, вот оно, ну, значит, это ваша колода, вне зависимости от того, что там считают другие люди. Поэтому я вот эти споры обычно обхожу стороной и сразу говорю, чтобы выбрать свою колоду, просто обратитесь к душе. Не надо сразу... Вот, надо учиться по классике Уэйта, или надо учиться по классике Кроули, если вы можете назвать классикой. Учитесь по тем колодам, которые вам действительно нравятся. Будет это вообще Таро Гарри Поттер, Алиса в стране чудес, или вообще какая-то манга, без разницы. Главное, чтобы она вам нравилась. Но теперь, что касается Ошо Дзендаро. Кому она больше всего может понравиться, подойти, окажется по душе? У меня там ездят грузовики, знаете, и у меня весь дом аж так трясется. Ну, в смысле, не меня, а там, на улице. Нельзя сказать, что колода Ошо Дзендаро подходит всем, но это невозможно. Это все равно, что сказать, вот именно вот этот телефон, он подходит для всех первых. Да нет, конечно, понимаете, Ошо Дзендаро это такая же колода, такой же инструмент, как и любой другой. И этот инструмент каждый выбирает себе именно по ощущениям. Вы знаете кучу музыкантов, которые, возможно, даже у вас есть друзья-музыканты, которые не будут играть на абы какой гитаре или абы на каких там, за какой барабанную установку. Они все равно будут подбирать именно те, с которыми они вот чувствуют какую-то связь. Вот то же самое с колодой Ошо Дзендаро. Если вы ее увидели и сказали, Аня, боже мой, какая колода, я себе такую хочу. Ну, значит, вперед, в интернет-магазин покупайте. Кстати, у меня еще есть куча книг по работе с Ошо Дзендаро. Ссылочка на них всех будет в описании. Обязательно кликните туда, посмотрите. Возможно, это видео и есть для вас знак, чтобы затариться вот такой колодой. И, кстати, моими книжками в том числе. Не зря вы открыли это видео, друзья. Ох, не зря. Почему-то в среде тарологов, давайте так, в среде людей, которые так или иначе связаны с Таро, считается, что Ошо Дзендаро это не Таро. Ну, просто потому, что она не подпадает под вот эту традицию Уэйта, вот эту вот кальку, и считается, что ну, это не Таро, ну, это оракул, знаете, вот что вижу, то пою. Вот, что здесь нет какой-то точной системы. Поверьте, система есть еще какая. Я сама работаю с этой колодой 15 лет, и я знаю наверняка на 100%, что она прекрасно работает с совершенно разными запросами. Любовь, работа, деньги, здоровье, духовность, какие-то купли-продажи, ваш выбор, неважно. Она прекрасно справляется с любыми запросами. Но главное, чтобы этот запрос был внятный. Некоторые как-то к ней так пренебрежительно относятся. Вот, Что, это же не Уэйт, понимаете? Или даже некоторые пытаются традицию толкования Уэйта натянуть на традицию толкования Ошо Дзендаро. Кстати, об отличиях вот конкретных, чем отличается Ошо Дзендаро и Уэйта, я сниму отдельное видео, может, уже сняла, я не знаю, если что, я ссылочки здесь помещу. Но, одним словом, это вообще не одно и то же, и применять традицию толкования Уэйта на традицию толкования Ошо Дзендаро, ну, как бы вообще не надо так делать, да? Так вот, значит, колода Ошо Дзендаро, она вообще стоит как-то особняком, и люди просто очень мало ее изучают. По ней очень мало что-то наработано, очень мало книг, видосов, и уж тем более обучающих курсов. Кстати, именно у меня на канале очень много обучающих видосов по колоде Ошо Дзендаро. Смотрите в рубрике Ошо Дзендаро в деталях. У меня есть куча книг, есть обучающий курс по работе с Ошо Дзендаро, да, он уже идет вовсю, так что присоединяйтесь к новым потокам. Ссылочка на него, кстати, тоже будет в описании. Очень мало людей исследуют эту колоду, и я не могу понять почему. Просто потому, что она не уэйтовская, но она же такая ярко насыщенная, такая интересная. Может быть, просто потому, что не знаю, с чего начать, как подступиться. А может быть, просто сомневаются, а вдруг мне не подойдет колода, вдруг я зараз не время потрачу или еще что-нибудь. Вот в этом видео я просто хотела дать понять, кому она больше подойдет, для каких запросов она больше подойдет. И если вы почувствуете, что «Во! Это про меня!», ребят, не стесняйтесь, прям сразу идите и затаривайтесь этой колодой. Она, правда, вам во многом пригодится. Ну, возможно, не вам конкретно, но вот вам вполне так. Поехали! Ну, первый, кому, конечно, понравится эта колода, тем, которым не ложится Райдер Уэйт. Знаете, я когда стала активно продвигать свой канал, и вот эти видео по работе с Ошо Дзендаро, и книжки там свои продвигать по работе с этой колодой, мне начали поступать комментарии от очень многих людей, которые говорят, почему в личку в том числе, которые говорят, что... А знаете, вот я как не пыталась Уэйта изучать, вот не прет. А вот Ошо Дзендаро взяла, и сразу все понятно стало. То есть это вообще абсолютно нормальное явление. Некоторые считают, что надо заниматься только на Уэйте, надо начинать изучать Таро только на Уэйте. Да не надо.
Не надо этого делать. Если вас не прет, да ничего вы себя мучаете-то. Что заставляете проходить те курсы, которые, не ложится у вас душа? Значит, у вас какой-то другой должен быть инструмент. И если вы видите Ошу Дзен-Таро и говорите, вот она про меня, эта колода. значит, пользуйтесь ей. То есть, если вам не по нутру Вейт, то, возможно, именно Ошу Дзен-Таро подойдет вам. По ней, я говорю, уже сняла кучу видосов, да, как читать эти карты, на какие символы обращать внимание. Вообще, видите, какая она насыщенная, да. Здесь нужно подыскивать не какие-то четкие алгоритмы, вот как у Вейда, да. Нужно здесь как можно чуть-чуть прислушиваться к душе, потому что здесь все есть. Именно здесь. Не в книгах, не в видосах, в том числе, а здесь. И вы это сами будете замечать, когда будете с ней работать. Причем работать прям конкретно, не то, что посмотрели, а красивая картинка и все. Если вам не прет Вейд, а хочется работать с Таро, хочется находить ответы на свои вопросы, хочется получать какие-то рекомендации, совершенствоваться, исследовать. Ошу Дзен-Таро может быть, кстати, для вас. Разумеется, те люди, которым близка философия Ошо, кто изучает его книги, кто смотрит какие-то его выступления, кто занимается медитациями или какими-то духовными техниками, которые в свое время продвигал Ошу, вам, конечно, эта колода особенно, мне кажется, зайдет. Я сначала изучала Ошу Дзен-Таро, то есть с 13 лет, да, и только уже где-то лет в 23, в 24 я стала изучать книги Ошо. И меня не так легли на душу, я столько всего поняла, мне очень близка философия, мне очень близко его понимание жизни, да, вот эти все его шутки-прибаутки в его книгах, даже несколько духовных практик или видов медитации мне тоже очень нравятся, я их даже периодически провожу. В общем, если вам близка его философия, то и колода вам будет особенно близка. Все-таки, если для вас это учитель или какой-то даже покровитель, то эта колода просто вас будет... Я думаю, именно вы, люди, которые лояльны к философии Ошо или к восточной философии, вам эта колода откроется вообще совершенно каких-то иных граней, потому что люди, которые увлекаются именно философией, в том числе восточной, да, они как-то больше стремятся вот идти вглубь, да, не просто там поверхностно любит, не любит, а стоит или не стоит ли, да, а идти именно вглубь запрашиваемой ситуации, почему она произошла, да, чем я ее вызвала, эту ситуацию, так, какими-то там внутренними затыками, а как мне правильно ее зарулить, как мне правильно разработать, проработать, там, и так далее. Короче, возможно, вы, вот тем, которым близка философия Ошо, в том числе, воспримете эту колоду как шикарный инструмент, знаете, связи с вашим учителем, да, и, конечно, как инструмент для работы, для совершенствования со своей душой. Кстати, если вам близка философия Ошо, черкните об этом тоже в комментах. Естественно, вытекающий отсюда пункт, люди, которым подойдет колода Ошу Дзен-Таро, это те, которые предпочитают работать над собой. Кому важно не волшебные таблетки получить, а стоит, не стоит, а будет, не будет, а сбудется, не сбудется, да, а вернется ко мне мужик или не вернется. Если не про это, а про то, как усовершенствовать себя, как изменить жизнь, начиная с себя, то вам эта колода особенно подойдет. Понимаете, я думаю, большой плюс этой колоды в том, что здесь есть сюжеты, как и во многих колодах Таро, да, вот определенные сюжеты есть, да, на картинках, но они не то чтобы отвлеченные от жизни. Здесь очень сложно сознанию простроить какие-то привычные ассоциации или привычные алгоритмы. Здесь хочешь не хочешь, будешь заходить именно через ощущение, а не просто увидел картинку, ну, понятно, да, исцеление, и чё. То есть здесь, хочешь не хочешь, будешь прислушиваться к интуиции, и она будет не просто там шептать, да, а переходить на очень смелый такой, очень звонкий голос. И если вы особенно стремитесь погружаться в себя, саморазвитие так называемое, то колода Ошо вам в этом очень хорошо поможет. Здесь очень мало бытовухи, опять же, на изображениях, и очень много погружения в себя, в самоисцеление, да, в самовоспитание. Коллеги-психологи, вам, конечно. Я знаю, что какое-то число тарологов используют в своем консультировании, в своей работе с клиентами Таро. И не только Таро, да, это могут быть метафорические карты, а вас немножко позже. И вы используете это как дополнительный такой инструмент, и он хорошо работает. Как я уже сказала, колода Ошо – это колода, в первую очередь, для работы над собой, для погружения. Но, опять же, не просто какие-то пустые философствования, да, а совершенно конкретные алгоритмы. Что делать, как делать, в какой период это желательно делать, в какой конкретной сфере деятельности, в каком конкретном запросе, да. Это совершенно конкретная колода. Здесь можно разбирать совершенно конкретные бытовые земные запросы, но через призму, да, именно внутреннего восприятия, то есть вот через наше самоковыряние. Соответственно, вам, психологам, эта колода тоже очень подойдет. Возможно, вам и не надо гадать,
но вы хотите вашим клиентам помочь как раз-таки через какие-то символы. Опять же, использовать это, может быть, как метафорическую колоду. Мгм. Или, опять же, с налетом вот философии, религии. Может быть, вы здесь что-то для себя подчеркнете. Но я могу однозначно сказать, что если вы хоть раз попробуете использовать эту колоду в своих консультациях, вы найдете очень много граней. Я не дипломированный психолог, но мои консультации это давно уже не просто какие-то гадания, да, то есть мои консультации вышли за рамки этого. То есть я стремлюсь людей повернуть именно к себе, развернуть к своим проблемам, а не Думать, они вот это, когда же они все закончатся, эти мои проблемы, когда станет лучше, да? И колода Ошу мне в этом очень хорошо помогает. То есть я буквально по нескольким символам помогаю человеку встряхнуться, обратиться к себе и принимать совершенно взвешенные, не только рациональные решения, да, а именно решения в согласии души и разума. Собственно, если вы психолог и давно интересуетесь, какую колоду бы мне так выбрать, как в качестве дополнительного инструмента, попробуйте Ошу Зентаро. Возможно, именно у вас она выбрать. А если вы ее уже используете, дайте об этом знать, напишите в комментах. И, конечно, пользователи метафорических карт. Я недавно изучала этот вопрос и убедилась, да, в том, что метафорические карты, это, естественно, тоже не про погадать, да. Метафорические карты — это не то, что вы читаете, это то, как читает ваш клиент, да. То есть вы просто задаете какие-то наводящие вопросы, уточняющие, а все толкует сам клиент. В принципе, колода Ошо под это тоже подходит. Здесь очень много говорящих символов, и сразу, я думаю, человек, может быть, не все заметит, но когда он будет погружаться в эти символы, да, внимательно рассматривать изображения на картах, он найдет очень много подсказок сам же для себя. Так что, если вам близки метафорические карты, попробуйте Ошу Дзентаро. Здесь есть такая фишечка в том, что нету четкого руководства о том, как толковать эти карты. Я имею в виду руководство самого Ошу. У него есть несколько такие пространные комментарии, какие-то там философствования, да, выдержки из его каких-то выступлений, из его речей. Но сказать точно, вот эта карта читается в таком-то вопросе, вот так, это только я такую книжку написала, да. Толкование Ошу Дзентаро, практическое руководство. Ссылочка на нее будет в описании. Но у Ошу этого нет. И это сделано неспроста как раз-таки, а как раз-таки для того, чтобы вы не цеплялись за привычные толкования, да, трактовки, заучила и там применила к жизни, а чтобы вас натолкнуть на размышления, на аналитику, на чувствование, да, на оттачивание интуиции, на то, чтобы вы сами здесь искали какие-то определенные символы. Кстати, о символах. У меня же есть еще книжка «Символика Ошу Дзентаро от А до Я». Вот там про символы. Все, про все, которые вы видите и даже не видите. Так вот, а если вы работаете с метафорическими картами, ребят, это может вам послужить хорошей колодой. Хорошей колодой для работы с вашими клиентами. Вполне возможно, что они скажут: а что за колода? Расскажите, а я тоже такую хочу, а где купить, а кого научиться? И вы мне потом же расскажете, как она у вас отыгрывается. Я думаю, вы здесь тоже для себя много чего почерпнете. Я не могу сказать, что она подходит всем, вот прям всем без исключения. Но я могу точно сказать, что она подойдет именно тем, кто готов чувствовать, готов погружаться в самоанализ, в аналитику, да, в такую кропотливую внутреннюю работу, не просто как орешки щелкать все какие-то там вопросики, да. Я точно могу сказать, что она не подойдет ленивым людям. Это не подойдет тем людям, которые хотят прочитать, что там написано, и убрать, да, так не подойдет. Я точно могу сказать, что она не подойдет тем людям, которые просто хотят публиковать карту дня. Опубликовали карту дня, выдержку из толкования Ошо, и все. Она не про это вообще. Это не волшебная таблетка. Это про то, как вы проанализируете. Я знаю, что очень много пользователей колоды публикуют подобные карты дня. Но толку в них, толком там ничего-то и не сказано. Я имею в виду, это просто философия, это просто размышления Ошо. А как вы размышляете? Как вы читаете эту карту? Как она у вас отыгрывается? Как вы ее чувствуете? А как ее чувствуют ваши подписчики? Это же совершенно другое. А как им применить это послание на день, к жизни, на практике? Вот об этом речь, да? Вот это надо рассуждать, а не просто быстренько скопировали, вставили в Инстаграм и получили лайки. И я точно могу сказать, что эта колода вам не подойдет, если вы пытаетесь натянуть на нее традицию толкования Уэйта. Я не знаю, зачем вы это делаете. Я не могу понять. Если вы думаете, что так легче разбирать, понимать колоду, ну, нифига не легче, честно, вообще нифига не легче. И поэтому я вам очень рекомендую, когда вы будете работать с колодой Ошу Дзентаро, забудьте про Уэйта вообще. Это не Уэйт. Это совершенно вот своя система. Это Ошу Дзентаро. Конечно, здесь есть определенная структура, да, все-таки это Таро. Да, это не просто с потолка что-то взять, это не оракул, да, то есть здесь есть четкая структура, здесь есть четко прописаны символы, да, здесь все подобрано вот
с умом, да, то есть видно, что это сделано с толком, да, а не просто что вижу, то пою. Соответственно, если вы хотите здесь вот натянуть эту традицию толкания вейта, вряд ли у вас это получится. Если получится, то вы опять будете в этом видеть именно символы вейтовские западного мышления, но никак не восточного. А западное и восточное мышление, они все-таки, разнятся. Ну а теперь к вам вопрос, коллеги. Кто уже работает с колодой Оши Дзентаро? Напишите в комментариях, давайте собирать это в комьюнити. И оказывается, вы есть. Оказывается, это вы есть. Ну что-то вы где-то прячете обычно. О, Анна, я нашла вашу статью там по работе с Оши Дзентаро. Я нашла вашу книгу, спасибо вам большое. А где же вы были-то все? Давайте с вами сотрудничать, давайте устраивать всякие возможные дни практики. У меня даже такая была рубрика «День практики». Мне хочется запилить ее еще, чтобы мы с вами практиковались в работе с этой колодой, прямо, не знаю, в прямых эфирах, на видосах, в текстах, неважно. Или вы не знаете, как вообще к ней поступить, к этой колоде, или вы вообще там свои исследования какие-то проводите, у вас вообще свои книжки, обучающие курсы. Ну напишите вы про все это. Мне реально интересно ваше мнение. Может, на вас где-то пылится на полочке? Или у кого-то другого она пылится на полочке, и вы готовы взять эту колоду. Напишите все это в комментах, как она у вас отыгрывается. Может быть, вы психолог, может быть, вы какой-то терапевт, и вы говорите, это то, что мне нужно. Спасибо большое. Да, пожалуйста, собственно. Так что, коллеги, давайте создаем комьюнити, давайте будем общаться про эту колоду как можно больше. Пишите, что вам интересно об этой колоде. Смотрите мои видосы из рубрики Оши Дзентаро в деталях. Оставляйте заявки, по каким картам особенно вам интересно увидеть видосы. Я обязательно буду учитывать все ваши комментарии, все ваши запросы. Короче, все буду учитывать. Как всегда, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и колокольчик. И все ссылки на соцсети здесь, на мои книжки здесь, на обучающий курс по работе с Оши Дзентаро тоже здесь. Так что кликайте туда, во все колокольчики, все возможные и так далее, и так далее. Увидимся с вами в будущих выпусках. С вами, как всегда, Анна Новикова. Успешной вам практики в работе с Оши Дзентаро.